Привет, 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 песеры, с вами Морж. 12 февраля у нас на календаре. Воскресенье, последний день перед рабочей неделей, и я считаю, что нужно поговорить, что же нас на этой неделе ждет. А в четверг ждет нас обновление нашей игры, и давайте обсудим, что в нем может быть, чего, конечно, ждут все игроки. Это, естественно, улучшение геймплея, новых режимов, но я бы на это особо не рассчитывал. Как я не рассчитывал бы и на то, что в этом обновлении добавят у нас одиночный режим, да, так сказать, карьеру, как я не рассчитываю на то, что добавят кросс-платформу, но кое-что все-таки добавят. Начнем с магазина за eFootball Points. Значит, у нас обновятся предметы. Я не знаю, покупаете вы их или не покупаете, я их не покупаю, цены конские, и, к сожалению, тратить на них эти e-поинты как-то не особо хочется. Но, тем не менее, магазин обновится, если вы там, допустим, брали себе продление контракта, то появится еще одно новое. Также у нас появится новый пропуск на матч. Как вы видите, полностью он у меня пройден, но не куплен за 1000 золотых монет. Почему? Да, потому что, во-первых, сама вот эта карточка мне нахрен не нужна. Да, и с номинальными контрактами, если честно, у меня какой-то перебор идет. Я реально не знаю, на кого их тратить, и мне приходится брать абсолютно ненужных мне игроков, вот, и просто их квикать. Ради этого брать, я считаю, что оно того не стоит, вот. Но, тем не менее, номинальный контракт, пропуск на матч обновится. Появятся у нас какие-то 2 новых футболиста. Снова можно будет набрать порядочно номинальных контрактов и опыта, а также продление контракта. Я думаю, вы помните, что в матч-пропуске это тоже есть. Да, кстати, сейчас у нас идет супер-мега интересный турнир, как всегда. Он настолько интересный, что нам платят за просмотр, поэтому обязательно здесь вот переходите, нажимаете «Смотреть трансляцию», получаете 1000 ебалов. Нужны они вам или не нужны, это уже дело не мое. Мое дело сказать, что можно получить. В принципе, и все. Дальше. У нас обновятся сами игроки за номинальные контракты. То есть вот этот пак и вот этот пак. Как вы видите, выбраны они у меня практически полностью. Здесь один игрок не выбран, да. Я же говорю, контрактов, если берешь матч-пассы, настолько много, что их некуда девать. И здесь у меня не выбрано, здесь больше игроков не выбрано, здесь 3 игрока. Единственное, что мне понравилось вот в этом паке с легендами, здесь действительно очень клевый дизайн карточек. Мне вот дико зашел с надписью Legends, или Клуб Legends, или как это, Клуб Icon, да, что там, Клуб Icons, да, написано на карточке, мне дизайн сам понравился. Конечно, вот здесь вот карточки, дизайн максимально ублюдский, я не знаю, зачем они сделали таких вот детей Таноса фиолетового цвета, мне это дико не понравилось. Тем не менее, эти паки обновятся, я бы ждал, наверное, в номинальных контрактах паки что-нибудь типа зимние трансферы. Мне почему-то так кажется. То есть может там оказаться какой-нибудь условный Мудрик в Челси, Фелиш в Челси, кто там еще? Кроме Челси, у нас были вообще громкие переходы зимой или нет? Я думаю, вы все это дело понимаете. То есть у нас обновится матч-пасс, у нас 100% обновятся номинальные контракты. К сожалению, никакой информации по поводу того, кто там будет, нет, поэтому ждем, как только она появится, само собой, я это опубликую в своем телеграме, ссылки в описании, в закрепленном комментарии. Хочешь быть в курсе, подписывайся. И само собой, у нас появятся новые игроки и, возможно, новые эпики, давайте к ним и переходить. Итак, нахожусь я на сайте eFootball Hub, я думаю, вы все его уже давным-давно знаете, и здесь у нас есть перечень всех эпичных карт, которые есть у нас в базе данных. Сразу оговорюсь, что у меня такое ощущение, что Konami изначально планировали не выпускать бигтаймов, что их вообще в принципе не было, то есть изначально планировались чисто эпические карты, поэтому некоторые карты были выпущены, прописаны в базу как эпические, но они в итоге никогда не выйдут. Как пример, это веера со стилем Разрушитель. Как вы помните, бигтайма вееру нам дали со стилем от штрафной до штрафной. Мне кажется, Разрушитель был бы реально на позиции опорника получше. То есть мне кажется, что эта карточка вееры не выйдет уже в принципе. И тут можно посмотреть, если как Стоичков, например, да, у него была эпичная карта, она была прописана в базе данных, но после этого выпустили Стоичкова в виде, собственно, бигтайма. И здесь можно посмотреть, какие из этих карт не вышли. Да, некоторые и не выйдут, тем не менее, некоторые все еще имеют вариант выйти. Кстати, была прописана бигтайм карта Канавара, при этом была прописана эпичная карта Пирло и Тотти, они должны были выйти от сборной Италии, но Konami, как обычно, проебали момент, забыли их выпустить, так что они просто есть, как бы и есть. Ладно, давайте смотреть, кто не вышел. Значит, Александр Арнольд тоже, кстати, как эпик был прописан, Ривалдо еще не выходил у нас от Барселоны,
Тотти — это от сборной Италии, где нет лица. Дальше Бруно Фернандеш тоже был прописан как эпик. Пирло от Милана не выходил. Далее. Пирло от сборной Италии вот без лица не прописан. Кто еще? Бекхэм. Как я понимаю, Бекхэм, давайте посмотрим на возраст. 24 года. В 24 года он в Манчестере играл, правильно? Ну, по-моему, если я не ошибаюсь. Я думаю, этого Бекхэма заменили на бигтайм-карту, вот, и выпустили его от сборной Англии. Дальше у нас не выходил Хаби Алонсо от Баварии. У нас не выходил Перес от Арсенала. У нас не выходил еще... так, кто? Фарлан от Атлетико Мадридского. У нас не выходил Зика от какой-то японской команды непонятной. Я, если честно, не знаю, что это за эмблема. Также у нас не выходил Фарлан от Манчестер Юнайтед, хотя в базе он есть. Также у нас есть Юнберг от Арсенала, который еще не был выпущен. Ну и тут полный набор азиатских товарищей, которые тоже еще не выходили. Они просто прописаны, и будут ли они реализованы, я не знаю. Как вы знаете, у нас выходят игроки по 3, то есть я на самом деле, вот смотрите, если взять Перес, если взять Юнберг, да, кого еще третьего от Арсенала можно выпустить в виде бигтайма. То есть сейчас у нас Konami полностью ушли в вариант, что выходит 2 эпика плюс бигтайм. Бигтайма нет, его нужно будет дорисовывать нового. Кто это может быть? У нас от Арсенала был Кэмпбелл, он может быть в виде бигтайма. У нас в виде бигтайма может быть Пяти. От Арсенала больше, по-моему, в общем-то... Аршавин. Ну, Аршавин, бигтайм-карта. Ну, за покер Ливерпулю. Хотя, в принципе, вполне себе возможно. То есть, в первую очередь, я думаю, нам в обновлении дорисуют тех игроков, которые уже были. Я не особо надеюсь на то, что с новыми футболистами подписаны какие-то хорошие контракты. Вот, хотелось бы, конечно. Но я особо на это не надеюсь. Поэтому я считаю, что все-таки большинство будет тех игроков, которые уже были. Точно так же, если взять по Манчестер Юнайтед, да, вот у нас есть Фарлан, и к нему кого-то двух еще нужно докидывать. Взять, как оно называется, где оно? Фарлана из Атлетико. Кого к нему можно докинуть по Атлетико? Ну, у нас Торрес, да, играл за Атлетико, и больше, в принципе, никого не было. Торреса делать в виде бигтайма, я, если честно, не знаю. Конечно, хотелось бы, чтобы как можно больше игроков у нас появлялось новых в игре, и чтобы они были интересными, но вы знаете, по какому пути идет Konami, а пути Konami неисповедимы. Вот. Ну и плюс я жду, что в этом обновлении будут сделано много дублей игроков, так сказать, то есть вот условный КК может быть выпущен от Милана. Его же от Милана, по-моему, у нас еще не было, правильно? Вот, может быть выпущен от мадридского Реала, при том, что у нас партнерство с Интером. От Интера кто у нас может быть? Виера у нас может быть, он играл в Интере, Роберто Карлос играл в Интере, да кто там только не играл в Интере. От Барселоны у нас ЭТО может быть, который, ну, у нас есть в виде сейчас легендарной карточки, вот, его могут сделать эпиком. В общем, я думаю, что очень-очень-очень много игроков будут либо выпущены от нескольких клубов, либо вот взяты те легендарные игроки, и их уже будут превращать в эпические и в бигтаймовые карты. В общем, вот такое обновление нас ждет. Никаких новых режимов, ничего прочего я не ожидаю. Я слишком давно играю в эту игру, я слишком хорошо знаю Konami, чтобы ожидать. Вот. Лучше я 10 раз ошибусь. Знаете, когда ничего не ждешь, а оно хорошо получается, ты радуешься. А когда много чего ждешь, а оно никак не получается, ты печалишься. Вот я печалиться не хочу, поэтому ожиданий никаких. Точно сменятся номинальные контракты, точно сменится пропуск на матч, точно нам накинут одинаковых футболистов, либо, ну, дотянут вот тех легенд, которые еще не выпускали в виде эпиков и бигтаймов. Пиши, ждешь ли ты это обновление, во что ты сейчас играешь в игре, мне на самом деле интересно почитать, потому что я сейчас прохожу только ивенты, больше, в принципе, никуда не захожу. На этом прощаюсь, ребят, завтра у нас, что у нас завтра? Завтра у нас Челси, селекция, да. Вот, и само собой ее откроем, посмотрим, чего там по игрокам. На этом прощаюсь, как всегда, Морж, как всегда, пока-пока.